Сегодня у нас есть повод вспомнить, что произошло в нашем городе ровно 50 лет назад. На пленуме ЦК КПСС от должности отстранили Хрущева. Это годовщина, ее могли бы вспомнить коммунисты, но вместо них я вспомню. Ибо мне было почему-то жалко в тот день, что Хрущев перестал быть первым секретарем. Ну, внешне вроде бы все произошло мирным путем. Собрался пленум, предложили, избрали, ушел на пенсию. На самом деле это было насилие, обман и мошенничество. Человеку отключили правительственную связь в Пицунде в момент нахождения на отдыхе, запретили самолет поворачивать на Киев, сменили охрану. Чем не менее ГКЧП, Горбачеву меньше препятствий было, чем Хрущеву. Но никто не обвиняет в ГКЧП семичастного председателя КГБ СССР, Брежнева, главного закоперщика, Суслов. Они чисты, поскольку тогда еще у них был потенциал ничего гражданам нашей страны не сообщать. И главное обвинение – волюнтаризм. И что он закончился со сменой Хрущева? Что потом разве не было волюнтаристское решение войска вводить в Афганистан? И что и привело в конечном итоге к ухудшению положения в нашей стране. Но чтобы увязать с сегодняшним днем, то это ошибки на Украине, о которых тогда ничего не сказали. Причисляли целину, может быть, там Карибский кризис, еще какие-то моменты. А главная была ошибка, это за 11 лет с 53 по 64 неправильная формула решения национального вопроса. И особенно на Украине. Это готовился делать Берия, уже стал давать указания летом 53 года, а продолжил Хрущев. И вот здесь как раз произошло то, что сегодня полыхает Донбасс, и мы переживаем трагедию жителей Украины. Стали убирать русских с руководящих постов и ставить местных, не русских обязательно, чтобы он был, и насильственная украинизация населения. Когда быть украинцем лучше, чем быть русским. Когда везде украинский язык насаждался. Это австрийцы дети по сравнению с Хрущевым. Они просто учебники в Вене подготовили. Какой-то там Грушевский историк что-то там лопотал. А здесь советские учителя, Министерство просвещения. Вот что породило национализм в душах молодых жителей Украины, которые мои ровесники были тогда, пошли в первый класс в 1953 году. И им стали говорить хуже о России, о русском. Раз какой-то язык изгоняют, значит, он плохой. Значит, носители языка плохие. Если открыть учебники советской истории, то Россия – царская тюрьма народов. А кто главный закоперщик? Русские. То есть ненависть к русским воспитали в советской школе еще, охаивая, очерняя период царской России. Надо же оправдать приход к власти, незаконный приход к власти. Европа признает советскую власть, хотя вооруженный захват власти. В Африке захватили власть некоторые племена. Так Франция бросила десантников. Как это так? Законный президент, а вы тут власть захватили. А когда в Петрограде законный премьер-министр Керенский, вооруженные бандиты захватывают власть, Европа признает, потому что это их удачная оранжевая революция. Удачная. Самый лучший был успех. Своих привели к власти. И действительно бескровно в самом Петрограде. А потом начнется террор. Так вот, Хрущев, он эти его ошибки и по всей стране, везде это началось. Брежнев у нас был последний в Казахстане русский секретарь, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Потом пошли все национальные кадры. Стали искусственно открываться национальные школы, передачи, радио, телевидение. То есть шло вытеснение русской культуры,
русского языка. И это порождало настроение у людей. Русские стали уезжать. Понизился уровень руководства всех регионов. Потому что в одной республике министром автомобильного транспорта назначили человека 4 класса образования. Не только он не инженер, механик, окончивший, допустим, Московский автодорожный институт. Русский окончил МАДИ, он начальник цеха. А представитель коренной национальности, 4 класса, он директор этого завода. Это непосредственно, какой директор завода? Министр всей автомобильной промышленности этой национальной республики. Как развивалась страна? Конечно, плохо. Отсюда и коррупция. Потому что национальные кадры не могли руководить, тогда они русских делали помощниками, заместителями. Естественно, раз русский всю тянет на себе груз работы, надо ему приплачивать. Но штатное расписание не позволяет. То есть пошли конверты опять. Конверты шли всем партийным работникам. Хрущев пытался их отменить, пытался позакрывать эти магазины специальные. Потом Брежнев все это восстановил. Поэтому не дана была правильная оценка Хрущев. Я его запомнил, потому что у него было единственное положительное, чем я воспользовался. В год своего ухода, это будет осень, октябрь 1964 года, летом он дал указание московским вузам: принимайте бедных из периферии. Естественно, единственный демократический вуз МГУ, и я поступал в Институт Азии и Африки, вот меня они выбрали, бедного из периферии. И по мне определили проходной балл. Потому что я, как говорится, попал в вуз, потому что Хрущев дал команду. И пока он еще был всесильный, летом 1964 года, зачисление было с 1 августа, его команда была выполнена. И мне в этом смысле повезло, что если бы он не дал команду, значит, завалили. Вот. Поэтому, когда мы неправильно оцениваем исторические этапы в жизни нашей страны, последствия потом наступят. Вот сейчас по всему Киеву сегодня будут митинги проходить. 72-я годовщина создания Украинской повстанческой армии. Знаете, фашисты, нацисты вот сегодня будут праздновать. И где праздники, посвященные советской армии, нашим победам, они все уже выписали. Они будут сносить памятник Екатерине II, Пушкину, все, что с русскими связано, с русской культурой, с Россией, все зачистят. И везде будут стоять памятники нацистам. Это вот проблема. Правильно писать историю и не создавать искусственные федеративные государства. Сегодня в Каталонии запрещено проводить референдум. Исходя из правовой конструкции, Испания унитарное государство. И одна часть государства не имеет права ставить вопрос о выходе. Унитарное государство нельзя выходить. Нельзя выходить. А что сделали советская власть? Создают СССР как федерацию с правом выхода. Вот они и вышли в 1991 году. Это зачем делать было? Зачем вообще было ставить вопрос о каком-то союзном договоре? Да Горбачев больше волюнтарист, чем Хрущев. Хрущев проводил национализацию кадров, убирал русских. Он не понимал, что такое русский, это фундамент, это мощь России. И ослаблял. Потом появятся вот эти вот предатели на Украине. Это Хрущев убрал русских коммунистов, убрал русских инженеров, директора заводов. И взял из деревень националистов. И потом они будут сдаваться миллионами. 3 миллиона сдались в плен в 1941 году. Это не русские сдавались. В основном это жители западных регионов России другой национальности. Это все сделал Хрущев. Сталин разразил репрессиями, потому что часть этих родителей сослали в Сибирь, и сыновья отомстили, перешли на сторону немцев. Но Сталин, может быть, правильно ссылал там, исходя из каких-то побуждений. А вот Хрущев заложил идеологическую диверсию. Потом Шелест появится, Петр Ефимович. Брежнев уже поймет, это опасность, национальный уклон. Шелеста уберут. Но потом Кравчук появится, и он же станет во главе новой Украины. Поэтому это вот надо знать историю, правильно ее преподавать, и никогда не закладывать формулу государства в возможность выхода какой-либо части из состава государства. Вот самый страшный волюнтаризм. Поэтому главный волюнтарист Ленин. Это он заложил СССР в виде
союза, союзного государства с правом выхода. Вот Евросоюз. Все стучатся войти туда, а от нас все разбегались. Это ошибка, это надо учитывать.